Привет, друзья! Если у вас есть тенистый уголок в саду, который кажется скучным и бесполезным, вы попали на нужное видео. Сегодня я покажу вам совсем другое лицо тени. И для начала разберемся, какой участок можно считать тенистым. Мнения садоводов на этот счет расходятся, но в специальной литературе есть точное разграничение. Тенью считается территория, которая освещается рассеянными лучами солнца не больше 3 часов в сутки. К полутени относится участок, который 3 часа в день освещается прямыми солнечными лучами, или весь световой день попадает под рассеянное освещение. Сюда же относится и территория, которая освещается через ветки деревьев. Ее называют разреженной тенью. Надо понимать, что на тенистых и полутенистых участках можно выращивать растения, только они должны быть приспособлены к таким условиям. Для посадки подойдут теневыносливые и тенелюбивые культуры, и это, кстати, не одно и то же. Такие растения будут прекрасно себя чувствовать. Светолюбивые разновидности выращивать здесь не рекомендуется. Они не смогут нормально развиваться, будут болеть и, скорее всего, погибнут. Мы поговорим о 10 необычных, редких и невероятно красивых кустарниках, которые не только любят тень или полутень, но и создают настоящий садовый шик, такой, как в европейских ботанических садах. Эти растения, которые редко встретишь у соседей, но которые с удовольствием используют коллекционеры, дорогие питомники, дизайнеры частных парков и садов. И самое интересное, большинство из них можно выращивать у нас, в нашем климате. А некоторым понадобится укрытие. Я понимаю, что это дополнительная морока, но поверьте, это того стоит. В общем, если у вас есть тень, не спешите расстраиваться, потому что сегодня, после этого видео, тень может стать самым красивым местом вашего сада. И да, учитывая пожелания зрителей, будут указаны зоны морозостойкости растений. И вот табличка. Устраивайтесь удобно. Сегодня будет много вдохновения, новых идей, и, возможно, вы найдете свое новое растительное сокровище. И напишите в комментариях, какое растение вам пришлось по душе. Кстати, друзья, вышло новое видео. Топ-10 необычных цветов для стильных букетов. Цветы из семян, которые сейчас в моде. Европейские тренды. Посмотрите обязательно, я думаю, многим оно будет интересно. Вот ссылочка. Ну что ж, поехали. Первое. Гортензия пильчатая. Морозостойкость зона 5-9. Это как нежная версия привычной гортензии. Тонкие кружевные лепестки, аккуратная форма куста и удивительная способность цвести даже в тени. Смотрится изысканно, будто из японского сада. Цветет в июле-сентябре. Плюсы. Цветет даже на северной стороне. Хорошо переносит излишнюю влажность и тень. Компактная, не разваливается. Совет. Если хотите голубые оттенки, слегка подкислите почву. 2. Леокатоя. Морозостойкость зона 5-9. Если хотите дорогой сад премиум эффект, вот оно. Ее листья блестят, словно покрыты лаком. Побеги дугообразные, а осенью куст горит оттенками бордо. Цветет в апреле-мае. Плюсы. Идеально для тенистых дорожек. Эффект на круглый год. Выглядит дорого, будто в японском саду. Выращивание. Любит влажную, кислую почву. Очень атмосферное растение. 3. Скимия японская. Морозостойкость зона 6-8. Идеальный куст для тени и полутени. Вечнозеленый кустарник. Зимой украшает сад яркими ягодами у женских сортов, а весной ароматными белыми или розовыми цветами. Цветет в мае-июне. Плюсы. Вечнозеленая, идеально для глубокой тени. Подходит для контейнеров. Важно!
Мужские и женские растения разные. Чтобы были ягоды, нужны оба. Калина вельчатая. Морозостойкость зона 5-7. Происхождение Япония и Курильские острова, а также Сахалин. Калина вельчатая или развилистая – один из самых эффектных и недооцененных видов. Редкий и очень эффектный листопадный кустарник с крупными, круглыми, слегка морщинистыми листьями. Весной они распускаются ярко-зелеными, с легким бронзовым оттенком. Летом становятся глубокими и фактурными, а осенью куст буквально вспыхивает роскошными оттенками: бордовый, кармино-красный, пурпурный, оранжевый. Одна из лучших осенних окрасок среди калин. Соцветия у растения крупные, плоские, похожие на миниатюрные кружевные тарелочки. По краям большие стерильные белые цветы, а в центре мелкие кремовые. Смотрится воздушно и очень изысканно. Цветет обычно в мае-июне, наполняя сад легкой природной атмосферой. Осенью появляются ярко-красные ягоды, постепенно темнеющие. Они декоративны, но несъедобные. Размер кустарника от 1,5 до 3 метров в высоту и столько же в ширину. Растет медленно, но формирует мощный куст. Редкость в садах. Хорошо растет в полутени. Устойчиво к холоду. Лучше, чем многие декоративные виды калин. Подходит для северных садов. Минусы. Особенности ухода. Не любит сухость воздуха и почвы. Требует влажного, прохладного места. Желательно мульча. Кора и хвоя помогают поддерживать кислотность и влажность. Как и многие азиатские калины, не любит известковых щелочных почв. Предпочитает кислую или слабокислую почву. Идеально в компании рододендронов, кальмий, хост и папоротников. Отлично работает в японских садах и тенистых уголках ландшафта. В тени дает красивую крупную листву, а на солнце ярче осенняя окраска. Рододендрон якушиманский. Морозостойкость зона 5-8. Компактный, густой, с обильным цветением. Самый надежный среди рододендронов и один из лучших для начинающих. Цветет в мае-июне. Плюсы. Переносит солнце, тень, полутень. Цветы долго не осыпаются, почти не болеет. Почва. Обязательно кислая. Любит влажную полутень. Кальмия широколистная. Морозостойкость зона 5-8. Уникальное растение. Бутоны выглядят как фарфоровые звездочки. Очень редкий кустарник, но невероятно красивый в тени. Цветет в конце весны и начало лета, обычно в мае-июне. Плюсы. Одна из самых красивых тенелюбивых культур. Редкость у садоводов. Совет. Не любит известковую почву. И вот как раз цветение кальмии вы можете увидеть в нашем видео, когда мы путешествовали по ботаническому саду Польской академии наук. Гамамелис мягкий или ведьмин орешник. Морозостойкость зона 5-9. Самый необычный кустарник в этом списке. Цветет в январе-феврале, прямо по снегу, яркими пахучими паучками. В тени растет идеально, добавляя в сад магии. Плюсы. Зимнее цветение. Это редкость. Теневынослив. Декоративен осенью. Посадите на видном месте. Зимой будет радовать цветением. Итея виргинская. Морозостойкость зона 5-9. Белые ароматные кисти свечи летом и огненно-красные листья осенью. Кустарник акварель. В тени раскрывает свои лучшие краски. Цветет в июне-июле. Плюсы. Растет даже в глубокой тени. Любит влажность. Невероятная осенняя окраска. Клетра ольхолистная. Морозостойкость. Зона 4-9. Цветет в полной тени в июле-августе. Растение с потрясающим ароматом. Клетра – просто находка для тех участков,
где почва постоянно влажная или даже слегка заболоченная. В таких условиях она чувствует себя прекрасно. И что интересно, спокойно переносит даже прямое солнце, но чаще всего ее используют в тенистых низинах, рядом с рододендронами, азалиями, кальмией, потому что все они любят одинаковую почву. Куст полностью одевается зеленой листвой довольно поздно, примерно к концу мая, но этот небольшой минус полностью компенсирует потрясающая осенняя окраска. Листья становятся ярко-желтыми и долго не опадают. Плюсы. Для влажных, сложных мест. Привлекает пчел и бабочек. Важно! Молодые кустики желательно укрывать хвойным лапником на зиму. А вот взрослые растения становятся довольно выносливыми и спокойно зимуют в климате средней полосы. Совет. Отлично подходит для посадки у прудов. Энкиантус колокольчатый. Морозостойкость. Зона 4-7. Это редкость в садах. Изящный, декоративный кустарник из Японии, известный своими колокольчатыми, кремово-розовыми цветами, которые появляются в конце весны, в мае-июне. Летом он остается аккуратным и воздушным, а осенью превращается в один из самых ярких кустов сада. Его листья загораются огненными оттенками красного, оранжевого и пурпурного. Растение любит кислую почву, как для рододендронов, полутень и идеально подходит для японских садов, вересковых композиций и камерных ландшафтов. Ну вот, друзья, вот такие необычные, роскошные и просто удивительные кустарники можно посадить в тенистых местах, и ваш сад заиграет совсем другими красками. Пишите в комментариях, какие растения вы еще хотели бы увидеть в следующем обзоре. Напишите, какие из этих кустарников вы уже выращивали и какие хотели бы попробовать. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео. А в следующем видео я покажу вам еще 10 необыкновенных кустарников. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новый обзор.